Всем привет! Сегодня по просьбе одной из подписчиц я покажу, как сшить такую интересную сумку. Она невесомая, отлично держит форму, очень вместительная. Техника эта называется бон-бон, вернее, одна из разновидностей техники бон-бон. Для пошива такой сумки требуется некоторый опыт. Итак, начнем. Сначала я расскажу, какие детали надо будет выкраивать, сколько и почему объясню, чтобы вы могли самостоятельно сделать изделия по размерам, которые вы хотите. Вот эскиз сумки, которую я буду шить. Раскладка такая. Это дно. Значит, передняя стенка идет из 6 подушек, дно из 3 подушек, сзади тоже 6 и 2 на боковушке. Размеры подушечек, ну, я опытным путем посмотрела, да, какого размера мне надо сумку сделать. Определила, будут 12 на 13. Эти все квадратики 12 на 13. А здесь боковые, я почему поставила восклицательные знаки, они будут 13 на 13. Почему здесь 12, а здесь 13? Смотрите, вот эти стороны будут стачиваться, и эти тоже. Поэтому здесь 13. Таким образом, мне нужно будет вырезать заготовку вот такой формы с этими размерами. Понятно. 12 сантиметров 3 раза, это 36. Здесь 26, 13, 26, 36 и так далее. Плюс делайте припуски на швы. Я добавлю по 1 сантиметру везде. Это первая деталь. Затем мне нужно будет вырезать вот из этой ткани такие квадраты и прямоугольники, которые будут служить, ну вот, самой крышечкой, да, так сказать, которые будут нашиваться на основу. За основу, кстати, я возьму вот такую суровую ткань. Ну, можно взять любую ткань, которую вам не жалко. Ее видно не будет, поэтому у меня есть такой хороший отрез, я возьму его. Смотрите, начнем вот с этих квадратиков. Они 13 на 13. Вот, я написала внутри здесь размер. Но поскольку у нас же они должны быть выпуклые, я добавлю по 3 сантиметра на высоту квадратиков. Почему по 3? Потому что я буду их заполнять, смотрите, вот этим синтепоном, сложенным в 2 раза. То есть это вот 3 сантиметра у меня получается. Какую высоту будете делать вы? Ну, смотрите, какой у вас будет синтепон, а может быть и не синтепон. Смотрите, что вы будете внутрь прокладывать. Может быть, вы найдете какой-то другой наполнитель, да, для мягких игрушек. Ну, я считаю, что синтепон будет неплохо смотреться. Посмотрим. Значит, добавляю высоту по каждой стороне по 3 сантиметра. У меня получается 19 на 19 и 19 на 18, 15 штук. Это вот эти квадраты. Ну и, естественно, с припусками на швы 21 на 21 и 21 на 20. Этих квадратов мне надо будет 4 штуки, а этих 15 штук из этой ткани. Так, сейчас выкрою все детали и покажу, что дальше. Ткань для пошива такой сумки можно выбирать в принципе любую. Я остановилась на ткани с водоотталкивающим слоем. Сама она по себе очень легкая. И вот такая вот она, ну, как бумага, да, когда сминается. Мне понравился перламутровый цвет, такой глубокий индиго. Собственно, из этого я ее и взяла. Собралась кроить основу и нашла у себя ошибку. Опытные мастерицы, наверное, уже нашли. Смотрите, здесь еще плюс 1 сантиметр. То есть припуски здесь будут не 1 сантиметр, а 2. Почему? В эту сторону 1 и в эту сторону 1. И то же самое здесь. Детали верха сумки выкроены. Сама основа и квадраты и прямоугольники. Я их вместе не складываю, чтобы не перепутать, потому что разница небольшая, всего 1 сантиметр. На основе вам нужно будет нарисовать
эту сетку. Вот видите, да, у меня везде припуски по 1 сантиметру здесь, со всех сторон. Эти линии — это будущие швы. Теперь с этими квадратами нужно будет сделать следующее. Каждый угол сложить. Отложить здесь 4 сантиметра. Ну, то есть высота 3 и 1 сантиметр, который у нас был на припуск заложен. И будем делать строчку без припуска. То есть вот отсюда начнем. И вот таким образом. 3 сантиметра делаем строчку. Здесь оставляем свободными. Ну, я сначала, видимо, размечу все. Вот таким образом получается. А затем сяду уже на машинке и сделаю эти уголки. Ткань эта довольно капризная. Ее нельзя скалывать булавками, потому что останутся следы на этой поверхности. Поэтому я буду шить очень осторожно, чтобы у меня не было каких-то лишних проколов, которые потом, ну, не украсят однозначно эту сумку. Работа, как вы видите, несложная, но достаточно кропотливая. Вообще в этой технике делают одеяло, подушки. Ну, в данном случае будет сумка. Пока я делаю разметку, хочу с вами поделиться новостью. Для меня приятной, для вас, наверное, не очень. Я выхожу на работу. Поэтому, дорогие мои, ролики выходить будут реже. Насколько реже, я сказать не могу. Совсем забрасывать канал я, конечно, не хочу. Много было в него вложено сил. Вот. Ну, сами понимаете, пенсия не за горами. Мне надо зарабатывать на пенсию. Поэтому... Ну, на ютубе на пенсию не заработаешь. Ну, вообще ни на что не заработаешь. Так, в парикмахерскую, может быть, сходить раз. Поэтому... Ну, вы знаете, что я до 2 до 3 обычно шью, монтирую ролики. Днем что-то где-то, если получается. Ну, когда я выйду на работу, то, конечно, у меня это уже не получится. По ночам мне надо будет спать. А по выходным, наверное, выполнять свои обязанности какие-то домашние, да. Ну, посмотрим. Я не хочу пока что-то загадывать. Посмотрим, как будет получаться. Теперь по этой разметке надо стачать все уголочки. Делаем закрепку в начале, прокладываем строчку и в конце тоже закрепку. Вот что у вас должно получиться. Теперь нужно обрезать все уголки. Вот так. Ну, оставьте, может быть, полсантиметра до строчки. Теперь будем осуществлять сборку верха сумки. По схеме, схема вот она перед глазами. Нужно будет, понятно, эти все элементы вывернуть и стачать. Стачивать будем, смотрите как, припуск вот этот на разные стороны, и стачивать будем вот одну и вторую, только припуски. То есть вот таким образом сложили, стачали. Только не перепутайте, смотрите, где у вас стороны длинные, короткие. То есть вот раз элемент, два элемент и 3.
Это будет первый ряд. Сейчас я стачаю здесь и здесь. Вот такой ряд у вас должен получиться. Смотрите, стачены только припуски. Вот от этого уголка и до этого уголка. Смотрите, видите, как здесь. Теперь нужно будет этот ряд притачать к основе. Опять же по припускам. Если у вас ткань будет, которую можно утюжить и которая не такая скользкая, вам будет намного проще. Но у меня ткань скользкая, утюжить ее нельзя, поэтому мне, конечно, тут немножко неудобно. Вот смотрите, опять же, совмещаем уголок с уголком. Этот шов должен совпадать с этой линией. То есть вот таким образом здесь будет. Я прикалываю только припуски, потому что на этой ткани остаются проколы. Мне ее тоже приметывать нельзя, и прокалывать в видных местах тоже ее нельзя. Здесь также припуски раскладываем под углом 90 градусов. И сейчас я притачаю вот таким образом. Начну отсюда. Здесь дойду до уголка, поверну ткань на игле, проложу строчку таким образом. Здесь опять на уголке повернусь и дойду до сюда. Поставлю закрепку. И затем разложу эти элементы. И здесь еще проложу строчку. Вот отсюда, вот так, до сюда. Вот что у вас должно получиться. Смотрите. Строчка таким образом проходит. С изнанки я покажу. То есть вот получились как бы кармашки, да. Теперь в эти карманы нужно положить синтепон. Ну, я, как говорила, да, по 2 соединила. Размер тот же самый, что этих деталей. 13 на 12 у меня. Видите, они уже приобретают форму. И эти припуски, которые остались, их нужно будет тоже здесь. Можно вручную, да, приметать. Таким образом, можно на машинке проложить строчку. Но надо будет здесь вот так вот прижать, да, смотрите, чтобы у вас строчка проходила, ну вот, вровень с этой линией. Если будет чуть немножко туда-сюда, да, отступать, ну ничего страшного. Я думаю, этого видно не будет. После того, как вы зафиксируете здесь, собираете следующий ряд точно так же. Второй ряд готов. Теперь его также точно притачиваем. Только здесь поверху припуски не так наружу, да, а внутрь. Для этого вот таким образом совмещаем эти швы с этими. Ну, здесь надо будет вот так вот прижать, совместить срезы и проложить строчку отсюда до сюда, притачать.
затем так вот положить. И точно так же припуски здесь прикачать, как в первом ряду, наружу. И затем уже вот эти строчки разделительные, да. У вас получится второй ряд карманов. Теперь заполняем карманы второго ряда. Вот так, видите, получается внутри. Ну, между подушечками я имею в виду. Теперь точно так же припуски второго ряда сюда притачиваем. И делаем аналогичным образом все следующие ряды. Основа для сумки готова, и у меня есть два момента, которые я бы хотела затронуть. Первое. По возможности берите ткань для основы либо такую же, либо хотя бы такого же цвета, потому что вот в этих местах мне пришлось очень постараться. Я миллиметровала, чтобы не видно было основу. И второе. Берите ткань, которую можно протыкать и на которой не будут оставаться следы проколов. У меня, к сожалению, проколы остаются, поэтому, когда я пришивала каждый следующий ряд, мне приходилось вот таким образом отодвигать синтепон и держать руками. Я не могла здесь булавками как-то зафиксировать. Если у вас будет ткань другая, вы, конечно, можете либо наметку проложить, либо булавкой зафиксировать и уже затем пришивать каждый следующий ряд. Теперь можно будет уже собрать сумку. Мне опять же придется вот здесь отодвигать вручную. Прикалывать я не смогу. Мне надо будет, смотрите, соединить, стачать здесь, здесь. И здесь то же самое. Здесь и здесь. Ну, сейчас буду каким-то образом стараться здесь. Все это мешает, конечно. И уже форма такая не гибкая становится. Мягкая, но не гибкая. Готово. Смотрите. Такая интересная сумка получается. Она очень легкая, практически невесомая, но тем не менее отлично держит форму. Сейчас я сделаю ручки. Для ручек я уже вырезала из основной ткани 2 полосы 65 на 10 и 2 синтепоновые полоски, которые будут внутри ручек. Ручки будут тоже мягкие. Сейчас стачаю каждую полосу вот таким образом, выверну, затолкаю туда синтепоновую полоску и проложу строчку, которая будет этот синтепон фиксировать, чтобы он там не скрутился, не сместился. Смотрите, получается уже достаточно интересная вещь. Сейчас я буду делать молнию. Для этого я приготовила
4 обтачки для молнии по 2 с каждой стороны. Размер их, смотрите, по этой схеме 38 сантиметров в длину и 7,5 сантиметров в ширину. Молния, к сожалению, у меня только черная. И 2 полоски синтепона на эту и на эту обтачку. Ширина их 6 сантиметров. Если надо будет, я потом сделаю поуже. Как делать такую молнию, я сейчас показывать не буду. Кто не умеет, посмотрите мое видео, где я шью джинсовый рюкзак. Там подробно все это показано. Сейчас сделаю молнию и покажу, что дальше. У вас должна получиться вот такая планка, которая будет здесь наверху вот таким образом. Сейчас я ее приметаю. Можно на машинке прихватить к одной стороне и к другой стороне. И затем буду делать подкладку. Для подкладки я нашла у себя вот такую ткань подкладочную. Она простеганная, с флизелином. Ну, она не толстая. Я думаю, подойдет. Выкройка вот уже есть. Ну, схема, да, вернее, не выкройка. 1 к 1. Шьется она точно так же, как верх сумки. То есть стачиваются эти срезы и эти срезы. Ну, правда, надо будет оставить небольшой участок открытый, чтобы потом можно было вывернуть все. Делать ли карманы и какие, решайте сами. В своих роликах я уже показывала неоднократно, как делаются карманы и прорезные, и накладные, и на резинке, и с застежкой клапаном. Я, наверное, сделаю парочку, еще сама не знаю какие. Сейчас выполню подкладку и покажу, что дальше. Подкладка готова. С одной стороны я не делала никаких карманов. Здесь у меня карман накладной с молнией. Достаточно большой, объемный я его сделала. 2 защипа. На одной боковинке тоже карманчик объемный. Для смартфона, наверное. И на другой боковинке вот такую петлю. Это для того, чтобы ставить бутылку с водой туда. Здесь на боковинках я нашила еще из этой ткани такие прямоугольники. Для того, чтобы, мне кажется, здесь будет видно, что внутри, вот в этих местах. Поэтому, чтобы было видно не вот эту ткань, а эту же красивую, я сделала такие вставочки. Сейчас осталось только вывернуть сумку, вставить ее внутрь, по кругу притачать подкладку, заодно и вот эти вот обтачки притачаются, вывернуть, зашить отверстие, и все, сумка готова. Сумка готова. И я, честно говоря, в полном восторге от того, что получилось. Я же даже не ожидала, что получится так здорово. Но мне очень нравится. Конечно, шить ее было непросто из-за объемов, да. Ну, не из-за того, что она тяжелая, а именно объем. Она на самом деле очень легкая, вообще практически невесомая. Внутри я показывала, да, подкладку, карманы. Мне очень нравится. Я очень довольна. Готова уже с ней завтра выйти. На этом я буду прощаться. Если вам понравился мой ролик, ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь. Всем желаю отличного настроения. До новых встреч!